Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре, наверное, легендарный, как минимум в будущем, SSD от компании NetAC. Это N8000, объем 2 терабайта. Кстати, данный SSD можно купить по хорошим ценам, как в России, так и на AliExpress. Сами понимаете, где будет дешевле. Для удобства ссылочки под этим видео. Давно, друзья, вы просите меня, сделай обзор на NetAC N8000, потому что он якобы у нас на топовой начинке. Здесь у нас должен быть Phison PS 5018E18, кто-то говорит Phison. И здесь у нас должны быть топовые 176-слойные чипы от Micron. И если мы посмотрим на цену этого SSD на AliExpress, если мы посмотрим на аналогичные SSD с такой же начинкой в России, то как бы разница 2 раза. Нифига себе. Ну и, конечно же, надо протестировать. Данный SSD я не купил на AliExpress, потому что ждать долго. Но я увидел, что он появился в продаже в российских магазинах. И, конечно же, я его купил. Кстати, всю сумму на покупку данного SSD собрали вы, мои зрители, участники сборов и, конечно же, участники розыгрыша. Потому что после обзора этот SSD будет разыгран на еженедельном воскресном стриме. Хотите также выигрывать SSD, то переходите в группу ВКонтакте, узнавайте все правила. Огромное вам всем спасибо за участие в сборах, потому что благодаря вам у меня есть возможность сделать обзоры на такое большое количество SSD. Ну что, SSD у меня, распаковочку вы увидели, все посмотрели. Я не стал его пока вскрывать, потому что мы сначала сделаем тесты с родным радиатором и проверим, эффективен он вообще или нет, стоит его оставлять или стоит его убрать нафиг. Все это будет проверено в процессе тестов, но внешний вид, неплохо, да. Высота радиатора позволяет установить его и в PlayStation 5. Почему нет, если это действительно топовый SSD? Что касается начинки, 7200 на чтение, 6800 на запись, просто пушка. 1400 у нас терабайт на запись и 5 лет гарантии. И я очень надеюсь, что начинка здесь действительно та самая топовая на Phison 5018E18 и чипах памяти от Micron 176-слойных. Но давайте переходить к тестам и давайте узнаем, на что же способен этот SSD. SSD-накопитель NetAC N8000, объем 2 терабайта установлен. Давайте инициализируем его через управление дисками. Далее отформатируем файловую систему NTFS. Ждем завершения форматирования. 1863 гигабайта у нас. Ну а если посмотрим, что у нас определила система, 1.81. Закрываем ненужные нам окошечки. Ну и в первую очередь это, конечно же, Crystal Disk Info. Давайте посмотрим на смарт-параметры нашего SSD. Смарт-параметров у нас здесь немного. Хосты чтения записи по нолям, 2 включения, 0 часов работы. Абсолютно новенький SSD. SSD у нас стоит под собственным радиатором. 54 градуса у нас сейчас в простое. Ну и запустим CPU-D хардовый монитор для контроля за температурой нашего SSD-накопителя. Какая максимальная температура у нас будет в процессе тестирования. Сворачиваем все нам не нужно. Ну и перед тем, как приступить к тестам, давайте запустим утилиту от VLO, от Вадима, и посмотрим на начинку программными средствами. Оба-на! Не определяется. Текс, вот тут уже интересно. Смотрим, что нам скажет другая утилита. Нет, не то. Может быть, здесь контроллер от Silicon Motion. Нет, мимо. Или InnoGrid. Вот так сюрприз. И что мы с вами видим? А мы с вами видим, что здесь контроллер от InnoGrid. Но какой? К сожалению, здесь у нас не определился сам контроллер, но мы с вами можем увидеть, что чипы памяти здесь от YMTC. Вот так сюрприз. Что ж, значит, после всех тестов вскроем и посмотрим глазами. Ну а первыми тестами, так скажем, для обкатки нашего SSD-накопителя будем запускать тесты AIDA 64. Тесты диска. Так, запустим и посмотрим на температурные датчики. Датчика у нас здесь вроде как 2. И это очень интересно. Ну и тест диска. Для начала у нас будет тест линейного чтения на всем объеме нашего SSD.
Тест линейного чтения подходит к концу, и что-то я не вижу здесь заявленных 7200, но этот тест еще у нас не показатель. Самое важное, на что стоит обратить внимание, 54 градуса всего, 57 на втором датчике, как-то очень подозрительно. На всякий случай сделал паузу 5 минут и давайте запускать тест линейной записи. Подходит к концу тест линейной записи, всего объема 45 минут потребовалось, чтобы заполнить наш SSD, ну и по скорости у нас есть вот непонятные ступеньки снижения скорости. Раз, два и можно сказать 3. Непонятно ведет себя SSD, но посмотрим, что у нас будет дальше. Так, сразу же нам нужно сейчас инициализировать наш SSD, чтобы посмотреть, что у нас там по датчикам по температуре будет. Ну и, конечно же, сразу же нужно его отформатировать. Если мы обновим CPU Hardware монитор, 54 градуса показывает в данный момент, что я считаю очень странно. Так, появляются датчики 54,86. Мы с вами видим температуры. На памяти, видим, у нас всегда 54, а вот контроллер разогревался до 86 градусов. Но так как у нас здесь радиатор 1, то как это произошло, как это получилось, очень странно. Что ж, сейчас выполняем команду trim на нашем накопителе E. Так, у нас тут что-то звучит, но температура у нас держится на прежнем значении, так что я тут ничего пока не вижу. Выполняем оптимизацию, делаем паузу 15 минут и будем продолжать тесты нашего SSD. Кстати, хочу обратить внимание, что у нас было прочитано и записано 1864-1858 гигабайт. Но пока у нас идет пауза, давайте перейдем на официальную страничку нашего SSD на NATAC NV7000. Бывает объем от 1 до 4 терабайт. Это у нас PCI 4 X4 SSD накопители. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Протокол NVMe 1.4, быстрая скорость, чтение у нас до 7200 и запись до 6850. Это, видимо, на объеме 4 терабайта у нас 2-терабайтная версия, у нас всего 6800. Ну и спецификация 7200, 6800, ресурс 1400 терабайт на запись. Скорости достаточно высокие, но и 5 лет гарантии. Если перейдем в спецификацию, то здесь у нас все это мы с вами только что увидели. Кстати, про контроллер здесь ни слова не указано. И про память тоже. Но здесь точно, явно TLC. Времени прошло достаточно и запускаем первый тест. Это Crystal Disk Mark. Так, куда тест у нас подходит к концу, и уже мы с вами видим невысокие скорости чтения записи. Совсем не то, что заявлено производителем. Очень странный результат. Прям мне не верится, что вообще такое мы с вами сейчас видим. Давайте сделаем паузу 5 минут и запустим этот тест снова. Если мы посмотрим на второй тест, то снова у нас нет никакой стабильности. Снова у нас с вами невысокие скорости. И вот сейчас у меня возникают вопросы. А почему так? А не из-за сильного нагрева нашего SSD? Случайное 4К вроде как подросло, но все равно не на высоком уровне. В общем, предлагаю выключить ПК, снять SSD, дать ему остынуть и поставить обратно и проверить, что будет на следующих тестах. В общем, охладил SSD, потребовалось больше времени за счет массивного бруска, который служит также аккумулятором тепла. И подключила я сейчас термопару. В данный момент 30 градусов уже после включения, и температура потихонечку у нас идет вверх. Поэтому запускаем все необходимые нам утилиты, которые нам потребуются на старте и в процессе тестов. Ну а теперь скорости у нас получше. 60 градусов показывает мультиметр на термопаре. И да, и 4К у нас выросла, и запись. Что ж, вопросов нет, тесты пройдены, и комплектный радиатор не справляется со своей задачей, поэтому придется его снимать и тестировать с радиатором от материнской платы.
Итак, SSD установлен под радиатором от материнской платы Maximus 13 Apex. Контроллер мы с вами увидели. И это у нас далеко не Phison 5018E18. Это у нас контроллер от InnoGrid 5236. Я думаю, с этим как раз и связаны все эти непонятки по скоростям. Так, снова вверх поднимаем наш SSD. И первый тест. Погнали. Ну и теперь мы с вами видим более-менее вменяемые цифры. При заявленных 7200 и 6800 все-таки у нас 6800 и 6500. Да, хотелось бы побольше, но все равно перед нами PCI 4.0 SSD и случайная 4К 74 мегабайта в секунду тоже здесь у нас нормально. Но хотелось бы побольше. Но при этом в утилите AES SSD Benchmark накопитель набирает 7277 баллов. Хороший результат, но на Phison 5018E18 мы видели и побольше. После теста TODISC Benchmark наш SSD нагрелся до 66 градусов, я так понимаю, в области контроллера. Термопара показывает 49 на радиаторе. Что же касается графика, то здесь в принципе все более-менее нормально. Хотя нет, на маленьких блоках у нас очень низкая скорость записи. Прям вот совсем. Вы посмотрите, какая большая разница с чтением. AJ Video Systems нам показывает скорость чтения ниже, чем скорость записи. Как-то так. В 3D Mark наш накопитель набирает 2600 баллов. И да, видали мы с вами и побольше на PCI 4.0 SSD накопителях. Что касается температуры, на радиаторе 54 градуса, 63 у нас показывает SSD. Сворачиваем все наши тесты. Давайте покажу вам операцию ввода-вывода, которую мы с вами получили. Кому нужно, ставим на паузу, изучаем. Ну и снова выполняем команду trim на нашем накопителе E. Снова делаем паузу 15 минут и переходим к тесту на реальную скорость записи. Ну и как обычно будем копировать папочку render с PCI 4.0 SSD накопителя Samsung PM9A1. И начинаем. 55 градусов на радиаторе, 63 у нас показывает где-то на процессоре, на контроллере SSD, 2,6 гигабайта в секунду, 2,7 мы с вами видели. Что ж, здесь у нас все очень даже неплохо, по крайней мере пока. Давайте смотреть, что будет дальше. Первое. И у нас какое-то снижение скорости до 1,2-1,3 гигабайта в секунду. И скорость возвращается. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. И вот у нас снижение на 7-й папке. Скорость у нас упала до 2 гигабайт в секунду. 1,9. Смотрим, что же у нас будет дальше. 7-я. 8-я. На записи 9-й папки скорость у нас снижается до 1 гигабайта в секунду. Что ж, тоже неплохой результат после заполнения SLC кэша. Причем это у нас вторая ступень снижения скорости. 9-я, 10-я, 11-я, 12-я. Кстати, по температуре на радиаторе у нас сейчас 63 градуса, на контроллере 79. 54 градуса неизменная температура на непонятно каком датчике. 13, 14, 15, 16, 17. Запись последней 18 папки у нас подходит к концу. Скорость держится на все той же отметке 1 гигабайт в секунду. Иногда у нас есть скачки до 2,2 гигабайта в секунду изредка. Но температура радиатора 66 градусов на термопаре. На контроллере мы с вами видим отметку 80 градусов. И вроде как никакого тротлинга у нас здесь пока не наблюдается. Поэтому сейчас ждем завершения записи. Снова выполняем команду trim, делаем паузу и снова запускаем тест Crystal Disk Mark. Но при заполнении на 1804 гигабайта или 97% мы с вами можем увидеть, что скорости у нас остались на том же уровне, как на пустом SSD. И это действительно круто. Это действительно хороший показатель для SSD. Сворачиваем все, удаляем все записанные данные на наш SSD. Конечно же, сразу же выполняем команду trim. И через 15 минут давайте запустим тест AIDA64 на запись снова. Но здесь мы получаем более ровный, более стабильный график, чем с комплектным радиатором. Это значит, комплектный радиатор не справляется с этим SSD, с этим горячим контроллером.
В режиме PCI 3.0 у нас снизилось немножко количество итоговых баллов в 3D Mark. Что касается Adja Video System скорости, у нас уперлись в пропускную способность нашего интерфейса. Ну и если мы посмотрим на утилиты синтетических тестов, то очень низкая скорость записи на мелких блоках у нас точно так же, как и в режиме PCI 4.0. В остальном здесь и в Crystal Disk Mark у нас скорости уперлись в пропускную способность PCI 3.0. Случайно 4К 76 мегабайт в секунду уровень PCI 4. Отлично. Ну и количество баллов тоже в SSD Benchmark здесь достаточно высокое. Что ж, сворачиваем все для того, чтобы перейти к тесту на реальную скорость записи в режиме PCI 3.0. Для этого будем точно так же копировать ту же самую папку объем 100 гигабайт и смотреть. 2,5, 2,6 гигабайта в секунду. Здесь у нас все точно так же, поэтому дальше заполнять SSD просто нет никакого смысла, потому что мы уже все увидели в режиме PCI 4. Так что можно смело отменять, ну и давайте подводить итоги. Тесты сделаны, результаты получены, и нифига себе, что мы узнали, а мы узнали, что в моем экземпляре, как минимум в моем экземпляре, здесь нету никакого Phison. Здесь у нас InnoGrid 5236. Данный контроллер уже встречался ранее, это был Viper VP4300, Plextor M10P и XPG Gamix S70. Да, везде показал себя контроллер этот неплохо, все там более-менее в порядке. Но он очень горячий, вот прямо очень. Что мы увидели и здесь? Данный радиатор просто-напросто не справляется со своей задачей. И просто не дает сделать нормальные тесты. Вот это все, цифры не те, бегают, скорости низкие. Ну блин, как так? Если уж вы используете этот контроллер, поставьте сюда хороший радиатор. Я понимаю, что это универсальное решение для PlayStation и ПК, но страдать придется многим страдать. Отдельно стоит отметить температурный режим, температурные датчики. И здесь вроде как 2 и 1 при нагреве упирается в отметку чуть больше 50 градусов, 54 градуса и все. И никуда больше не двигается. Абсолютно. И только на втором датчике мы сможем видеть реальную температуру. Я так понимаю, температура контроллера, которая улетает у нас за 80 градусов. Вот как-то так. И соответственно мы видим тротлинг. И соответственно с нормальным радиатором, как мой от материнской платы, у нас нету никаких проблем, у нас нету никаких сложностей. Здесь же все очень печально. Также неприятной особенностью является низкая скорость записи на мелких блоках. По тестам ATO Disk Benchmark, когда как случайное 4К чтение запись, там в принципе все в полном порядке. Да, это быстрый PCI 4.0 SSD, но тех скоростей, которые были заявлены, мы, к сожалению, здесь не увидели. Что касается реальной скорости записи, никаких абсолютно проблем нет ни в режиме PCI 4.0, ни в режиме PCI 3.0. Все в полном порядке. Наши любимые стандартные 2,6 гигабайта в секунду, если мы копируем с другого быстрого SSD. И буфер SLC Cache 630 гигабайт. После чего скорость падает до 2 гигабайт в секунду. Но записав еще немножко, скорость падает до 1 гигабайта в секунду. И держится на этой отметке до конца записи. Но с хорошим охлаждением. Без хорошего охлаждения такого мы бы точно не увидели. Жаль, друзья, очень жаль, что здесь у нас не топовая начинка. InnoGrid все-таки пока не дотягивает до того, что может показать Phison 18. Но вы увидели все как есть. Вы увидели, что внутри начинка вот такая вот. Если у кого-то действительно контроллер Phison, то тогда считайте, вам повезло. Мне нет. Но я надеюсь, что такой SSD все-таки я еще встречу и расскажу вам, конечно же, в обзоре. Так что, подводя итоги, SSD неплохой. SSD действительно PCI 4.0, действительно быстрый. И за те деньги, которые за него просят на AliExpress, прямо подарок. Но покупать в России его за такие деньги, за которые за него просят, как бы, ну, уже не совсем хочется. А вот если бы был там 18-й Phison, то я бы так не говорил. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. Всегда можете сказать спасибо автору, купив фирменный значок. Ссылочки на Авито есть под этим видео. Значок ProSSD. Прямо офигенный. Ну и пока-пока. Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот
великолепный, не великолепный. Этот PCI 4.0 SSD, ссылочка под этим видео, ссылочки, конечно же. Переходите, смотрите, сравнивайте и решайте, покупать вам его или нет.